Приветствую вас на моем канале. Сегодня будем вязать вот такие яркие пинеточки. 11 сантиметров по подошве. Пряжа у меня Янар Джинс. Крючок буду использовать 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. У меня подошва уже готова. У меня двойная подошва, а для вас, как всегда, дальше вставлю кусочек видео, как связать одну такую подошву или двойную, как у меня. Подошва 11 сантиметров. Набираем цепочку из 21 воздушной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21. Последнюю петельку придерживаем и набираем еще 2 воздушные петли подъема. Вяжем первый ряд. Подошву я вяжу немного слабее, чем всю основную пинетку. В ту петлю, которую придерживали, или в третью от крючка петлю провязываем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. 1, и в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Далее вяжем по цепочке 19 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 18, 19. Осталась одна петля, в нее провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот этот хвостик сейчас сразу будем ввязывать и вяжем по цепочке 19 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 18, 19. Осталась одна петля, в нее провязываем прибавление из 2 столбиков с одним накидом. И соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд. 1 воздушная петля подъема, далее провязываем 2 прибавления подряд, 1 прибавление из 2 столбиков без накида. Первое прибавление и в следующую петлю второе прибавление. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 5 прибавлений подряд. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3,
4 и последнее, пятое прибавление. Далее повторяем все то же самое, что вязали на этой стороне, зеркально. 8 столбиков с одним накидом. Далее 3 полустолбика с накидом. Восемь столбиков без накида. Осталось 2 петли, в них провязываем по одному прибавлению. Первое прибавление, второе прибавление, соединительная петля, воздушную петлю подъема. Третий заключительный ряд, 2 воздушные петли подъема. Далее вяжем 4 прибавления подряд, одно прибавление из 2 полустолбиков с накидом. 1, следующую петлю второе прибавление, 3, 4, далее 13 полустолбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 прибавлений подряд. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее повторяем зеркально этой стороне 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 полустолбиков с накидом.
12, 13. И осталось 4 петли, в них мы провязываем по одному прибавлению. Одно прибавление из 2 полустолбиков с накидом. 1. Следующую петлю второе прибавление. Третье прибавление. И последнее, четвертое прибавление. Подошва готова. Для тех, кто оставляет одну подошву, ниточку вперед. Сейчас нам нужно провязать соединительный столбик за вторую воздушную петлю подъема, но не как обычно с лицевой на изнаночную, а с изнаночной стороны на себя. Провязываем соединительную петлю, разворачиваемся и теперь под каждую петельку провязываем соединительные столбики. Всего нужно провязать 74 соединительных столбика. За вот эти петельки мы будем провязывать бортики. Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, ниточку отрезаем. Вводим крючок с изнаночной стороны на себя во вторую воздушную петлю подъема. Захватываем нить, выводим на изнаночную сторону, находим последнюю петельку и под этой петелькой перемычка. Вводим крючок в эту перемычку, в центр последней петельки, захватываем нить и вытягиваем на изнаночную сторону. Хорошо поправляем, чтобы было ровно. И теперь кончик нити можно спрятать. Когда две подошвы связаны, будем объединять их в одну. Складываем изнаночной стороной внутрь. И теперь зафиксируем их соединительными столбиками по центру. Я начинаю с пяточки. Ввожу крючок в самое первое, самое большое отверстие на одной подошве и в это же отверстие на другой подошве. Захватываю ниточку. И теперь буду вязать соединительными столбиками отверстие в отверстие. Довязали до конца. Ниточку отрезаем и прячем ее на изнаночной стороне. То же самое делаем с первым хвостиком. Теперь пройдемся соединительными столбиками по краю подошвы. Вот эту косичку я оставляю снаружи, поэтому переворачиваю косичкой вниз. Ввожу крючок в петлю на одной подошве, петлю на другой подошве и буду провязывать те же соединительные столбики петля в петлю.
Всего нам нужно провязать 74 соединительных столбика. Я вижу, что у меня все ровно и все петли совпадают. Теперь спрячу вот этот начальный хвостик. И довязываю соединительными столбиками до конца. Всю ниточку можно отрезать. Вот этот хвостик спрячу, когда буду вязать бортики. Когда подошва готова, приступаем к вязанию бортиков. Делим пяточку пополам и, начиная с той петли, которая находится левее, закрепляем сюда нить. Я буду провязывать белой нитью. Закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же, куда закреплялись, провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем и будем его сразу вязывать. Вяжем первый ряд бортиков 74 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 73, 74. Соединительную петлю будем провязывать не за воздушную петлю подъема, а за следующую петельку. И саму соединительную петлю делаем потуже. Если вязать так, то смещение будет минимальным и шовчик будет менее заметным. Воздушная петля подъема, вяжем второй ряд. Второй ряд будет таким же, как и первый. Начиная с той петли, куда соединялись, провязываем 74 столбика без накида. Итак, нам нужно провязать всего 4 ряда бортиков по 74 столбика без накида в каждом ряду. Один мы уже связали, это второй. И плюс еще третий и четвертый свяжите самостоятельно. 4 ряда бортиков провязано. Делаем соединительную петлю, на этот раз за воздушную петлю подъема. Просто чтобы не потерять вот эти соседние петельки. Ниточку отрезаем и переходим на вязание мыска. Для этого нам нужно определить 8 средних петель на мыске. Вводим крючок в первую петельку из 8 за обе стенки петли. Я буду вязать мысок голубой нитью. Закрепляемся воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем и сразу его вяжем. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сразу проверяем, чтобы мысок начинался ровно по центру, чтобы потом не пришлось перевязывать половину пинетки. 8 столбиков провязано. Дальше 2 соединительные петли. Разворачиваемся, второй ряд. Начиная со второй петли, вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 плюс 2 соединительные петли. Третий ряд, начиная со второй петли, 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюс 2 соединительные петли. Четвертый ряд, начиная со второй петли, вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 плюс 2 соединительные петли. Пятый ряд, начиная со второй петли, 12 столбиков без накида. Итак, мы продолжаем вязать. В каждом ряду начинаем со второй петли, то есть в каждом ряду у нас будет прибавляться по одной петле. Вяжем так до 15 ряда включительно, и тогда в ряду у нас должно получиться 22 петли. 15 рядов мыска провязаны. Сейчас в ряду у меня 22 петли, и мы сразу, не отрезая нити, будем переходить на заднюю часть пинетки. Вместо соединительных столбиков, как обычно, мы будем провязывать сразу же столбики без накида. Вот начиная с первой свободной петли. И вяжем 38 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38. Дальше будем провязывать те же соединительные столбики, но уже за петли на мыске. Разворачиваемся, вяжем второй ряд. Начиная со второй петли, вяжем 39 столбиков без накида. 1, 2, 3, 38, 39 плюс 2 соединительные петли с мыска. Третий ряд, начиная со второй петли, вяжем 40 столбиков без накида. 1, 2, 3, 39, 40 плюс 2 соединительные петли на мыске, но провяжем их не за обе стенки петли, а за ближнюю. За вот эти оставшиеся полупетли мы будем вязать язычок. Разворачиваемся, четвертый ряд, начиная со второй петли, вяжем 41 столбик без накида. 1, 2, 3, 40, 41. И на этой стороне мы тоже провяжем не за обе стенки петли, а за дальнюю полупетлю.
чтобы внутренняя осталась свободной. И теперь давайте пока оставим голубую ниточку так, как есть, и свяжем язычок, потому что потом его будет вязать неудобно. Язычок я буду вязать белой нитью. Находим те 2 петли, полупетли, что были свободны. Закрепляем сюда нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. И вяжем 18 столбиков без накида. Первый ряд. Первый столбик за первую полупетлю, второй столбик без накида за вторую полупетлю. Дальше вяжем за обе стенки петли. 3, 4, 5, 15, 16 и еще, и плюс еще 2 полупетли. 17, 18. Никаких воздушных петель я не делаю. Ниточку вытягиваю чуть-чуть подлиннее. Разворачиваюсь. Разворачиваю так пинетку, чтобы кончик нити не перегораживал первую петлю. И начиная со второй петли вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осталось 2 петли. Следующую петельку пропускаем и в последнюю провязываем 16 столбик без накида. Разворачиваемся. Никаких воздушных петель не делаю. Петельку вытягиваю чуть подлиннее. Разворачиваюсь. Ниточка не перекрывает первую петлю. И начиная с первой петли вяжем 16 столбиков без накида. При таком вязании без воздушных петель вот этот край мне нравится больше. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Ниточку вытягиваю чуть больше. Разворачиваемся. Четвертый ряд, начиная с первой петли, вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Итак, нам с вами нужно провязать еще 7 рядов по 16 столбиков без накида. Свяжите самостоятельно и встретимся с вами в 12 ряду. 11 рядов язычка связаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Посмотрите, какой аккуратный ровный край получается, если не провязывать в конце ряда воздушную петлю. Продолжаем. Это был связан 11 ряд. Разворачиваемся, вяжем 12 ряд. Первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 14 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Следующую петельку пропускаем и в последнюю провязываем 14 столбик без накида. Разворачиваемся, 13 ряд, 14 столбиков без накида, начиная с первой петли. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Разворачиваемся. 14 ряд. Первую петлю пропускаем, начиная со второй, вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующую петельку пропускаем и в последнюю провязываем 12 столбик без накида. 15 заключительный ряд. Первую пропускаем, начиная со второй, вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующую пропускаем и в последнюю провязываем 10 столбик без накида. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. И продолжаем вязать заднюю часть пинетки. Мы остановились на том, что провязали 2 соединительные петли. Это был 4-й ряд. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду сделаем небольшое убавление на пяточке. Начиная со второй петли вяжем 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дальше провязываем убавление. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И снова убавление. И довязываем 17 столбиков без накида до конца ряда. Тут тоже никаких воздушных петель делать не буду. Ниточку вытягиваю чуть подлиннее, разворачиваемся. 6-й изнаночный ряд. Начиная с первой петли провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю провяжем прибавление. Вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее 36 столбиков без накида, не довязывая 2 петли с этой стороны. 1, 2, 3, 35, 36. Осталось 2 петли. Провязываем следующую петлю
прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю, и в последнюю петлю провязываем 1 столбик без накида. Петельку чуть побольше, разворачиваемся, 7 ряд. В этом ряду нужно сделать отверстие для шнурка. Начиная с первой петли вяжем 2 столбика без накида, 1, и в следующую петлю 2. Дальше 2 воздушные петли, 2 петли снизу пропускаем, начиная с 3 вяжем 34 столбика без накида, 1, 2, 3, 33, 34, и с этой стороны тоже провяжем отверстие для шнурка. 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, и в последние 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. Восьмой ряд. В этом ряду нам нужно провязать убавление в начале и в конце ряда. Начиная с первой петли вяжем 2 столбика без накида. И убавление мы с вами провяжем так. Вот тут мы должны под косичку провязать 2 столбика, а мы провяжем 1 столбик без накида. И продолжаем вязать со следующей петли. Вяжем 34 столбика без накида. 1, 2, 3, 33, 34. Дальше нужно провязать убавление. Мы просто вяжем 1 столбик без накида под косичку вместо 2. И довязываем 2 последние петли. 1, и во вторую петлю 2 столбик без накида. Разворачиваемся. 9 ряд. В 9 ряду мы с вами добавим оранжевый цвет. Начиная с первой петли вяжем 1 столбик без накида. Дальше провяжем убавление. Шесть столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, а 6 столбик не довяжем. А довязывать будем ниточкой нового цвета. Все хвостики подтягиваем. Голубую ниточку прокладываем вдоль вязания. И вяжем 22 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ниточки подтягиваем. Двадцать один, а 22 столбик не довяжем. Довязываем голубой ниточкой. Оранжевую оставляем. Продолжаем вязать голубым цветом. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как и на этой стороне, делаем убавление. И в последнюю петлю провязываем 1 столбик без накида. 10 ряд. Снова провяжем отверстие для шнурка. Вяжем, начиная с первой петли, 2 столбика без накида.
2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, со следующего вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, а 4 столбик не довязываем. Довязываем оранжевым цветом. Голубую ниточку прокладываем вдоль вязания, продолжаем вязать оранжевым цветом 22 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Посмотрите, чтобы не было вот такого, каждый раз подтягиваем ниточку. Двадцать один, а 22 столбик не довязываем, а довязываем голубой нитью. 4 столбика без накида голубым цветом. 1, 2, 3, 4. Дальше отверстие для шнурка 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем и в последние 2 петли провязываем по одному столбику без накида. Одиннадцатый ряд. Снова провяжем убавление в начале и в конце ряда. Вяжем 2 столбика без накида, начиная с первой петли. Тут вместо 2 столбиков мы провяжем 1 столбик без накида. Это и будет наше убавление. Вяжем 1, 2, 3, а 4 столбик не довязываем, а довязываем другой нитью. Прокладываем голубую нить вдоль вязания, вяжем оранжевой 22 столбика без накида. 1, 2, 3, 21, 22 столбик не довязываем, провязываем голубой нитью. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь провяжем убавление. Вот сюда под косичку вяжем 1 столбик без накида вместо положенных 2. Осталось 2 петли, провязываем по одному столбику без накида. Двенадцатый ряд, начиная с первой петли, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик, как обычно, не довязываем, довязываем оранжевой ниточкой. 22 столбика без накида оранжевой нитью.
7 столбиков без накида голубой нитью, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 ряд снова провяжем отверстие для шнурка. Начиная с первой петли вяжем 2 столбика без накида. Далее 2 воздушные петли. Следующие 2 петли пропускаем. С третьей вяжем 3 столбика без накида. Третий столбик не довязываем. Довязываем оранжевой нитью. Голубую прокладываем вдоль вязания. Вяжем 22 столбика без накида оранжевой нитью. Двадцать один, 22 столбик не довязываем. Три столбика без накида голубой нитью. Отверстие для шнурка 2 воздушные петли. Следующие 2 петли пропускаем и в последние 2 петли провязываем по одному столбику без накида. Четырнадцатый ряд, начиная с первой петли, 7 столбиков без накида. 1, 2, под косичку 3 и 4, 5, 6, седьмой столбик не довязываем. 22 столбика без накида оранжевой нитью. Двадцать один, 22 столбик не довязываем. Переходим на голубую нить. 7 столбиков без накида до конца ряда голубой нитью. 1, 2, 3, под косичку 4 и 5, 6, 7. Пятнадцатый заключительный ряд, начиная с первой петли, 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмой столбик не довязываем. Переходим на вязание оранжевой нитью. 22 столбика без накида. Двадцать один, 22 столбик не довязываем. Переходим на вязание голубой нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ниточку отрезаем. И оранжевую тоже. Хвостики прячем. Пинетка почти готова. Сейчас я вам покажу, как связать вот такой шнурок. По мне это теперь самый идеальный шнурок для пинеток. Он плотный и плоский.
Делаем первую петельку. Теперь сделаем, это только в начале, дальше будет проще. Сделаем накид вот этим хвостиком начальным и провяжем, как обычную воздушную петлю. А дальше все просто. Захватываем предыдущую петельку и провязываем 2 петли вместе. Захватили предыдущую петлю, провязали воздушную петлю. И так вяжем до необходимой вам длины шнурка. Я связала 215 петель, это примерно 55 сантиметров. Вот такие получились летние яркие пинетки. Ровных вам петелек. Всем добра!